привет Александру Пистолетову. Друзья, как устроена наша жопа? Мне просто сказали, хочешь заработать больше денег, воткни это в жопу. Сорвете себе второе анальное кольцо и получится геморрой, потому что он вылетит прям букетом. И 7 пацанов к ней раз, и дерут ее во все стороны. Никто не хочет быть фондю в шоколаде. Всем привет! Я Ева Эльфи и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас ролик про анальный секс. И у меня есть специально приглашенный гость, эксперт в этой области, порно-актриса Кира Роллер. Привет! Да, наверное, надо представиться. Да. Всем привет, меня зовут Кира. Псевдоним у меня Роллер, потому что когда я его брала, это было еще 18 лет. Я тогда каталась очень хорошо на роликах, поэтому я Кира Роллер. Что я могу рассказать именно про себя в рамках данного видео? Я заходила в эту индустрию 2 раза. Первый раз был буквально на следующий день после 18-летия. Это было русское порно. Ладно, но зато все это знают. Большинство Привет с этого Александру начинали. Пистолетову. Серьезно? Пистолетов? Экспедиция на Марс стала важной для нас. Скоро будет планетой сближения. Экспедиция на Марс. И чтобы у каждого из смотрящих ролик не случилось такой экспедиции на Марс в анальном сексе, сегодня я вам расскажу основные правила. Очень хотелось бы приободрить девушек, а также их мужчин и наставить их на путь истины. Друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки к этому видео, пишите в комментарии, какие у вас есть вопросы об анальном сексе, мы обязательно на них ответим. Также ставьте колокольчик, и мы начинаем. Друзья, у меня для вас минутка важной информации. У Model Hub день рождения. А что такое Model Hub? Model Hub – это площадка одного из моих основных сайтов, где вы меня видите. В честь этого для своих зрителей на моем YouTube-канале я дарю вам промокод YouTube. Он дает вам скидку 30% на все мои платные ролики, а также на кастомные видео. Все подробности вы найдете в моем твиттере, а ссылочку вы найдете в описании. Помогите мне стать победительницей, и я скажу вам огромное спасибо. Давайте начнем тогда. Самое важное, давай для начала размеем мифы, которые есть о анальном сексе, потому что очень много людей смотрят порно, и все думают, что это так легко и просто. Какие есть мифы об анальном сексе? Какие ты знаешь мифы? Первый миф, что это очень легко, и это может сделать любая девушка любого возраста, с любым опытом, а уж та, у которой хотя бы разочек в жизни, даже если это было 5 или 10 лет назад, уж точно может это сделать, причем без особой какой-то подготовки. Этот миф поддерживается, наверное, этими всей индустрией, в принципе, адалт-индустрии, потому что человек приходит, садится, берет наушники, включает компьютер и видит, как сразу же отлизанную красивую картинку, где девушка просто абсолютно готовая на белой софе, и к ней так... это мой личный опыт, я потому что в таких роликах снимаюсь, и 7 пацанов к ней раз, и дерут ее во все стороны. Друзья мои, сразу открою вам секрет. Если девушка это все делает именно с таким позитивным выражением лица, так очень легко и непринужденно, это не значит, что на самом деле она не страдает глубоко внутри. Как бы тебе не было тяжело, какая бы поза ни была, ведь мы еще не говорили про то, что бывают активные позы и пассивные позы. В активной позе девушке приходится присаживаться, и она сама делает. Да. И она трахает мужчин. А есть пассивный, где ее трахают. И неизвестно, какая лучше, какая хуже. Потому что, друзья, давайте увлечемся, сначала начнем с мира анатомии. Как устроена жопа? Любая жопа, мужчины и женщин. Есть дырочка, это анальное кольцо первое. Если засунуть туда пальчик чуть-чуть подальше,
то там дальше будет анальное кольцо номер 2. И не всегда оно расположено прямо на... Близко? Да, нет, прямо вот по прямой. Оно может сбоку. Оно может быть чуть-чуть сбоку, чуть-чуть дальше, чуть-чуть, И у всех оно индивидуально, может, у кого-то вправо, у кого-то влево. Да, именно так, ты абсолютно права. Именно поэтому актрисы, именно которые вот прям могут, готовы прям, вот, знаешь, хоть 3 члена в попу, они именно разрабатывают вот то второе кольцо. Разрабатывают его с помощью куч смазки, перед этим обязательно прочистившись. Это еще один, Да, ты уже сейчас важный говоришь нам о совете, так скажем, да, как подготовиться к анальному сексу. То есть для вас мы разрушили только что первый миф, что это не так уж все легко и просто. И в первую очередь, потому что надо еще подготовиться. Да, Друзья вот мои, начинается... никто не хочет быть фондю в шоколаде. А ты занималась анальным сексом до съемок? Или у тебя был первый анальный секс? Первый анальный опыт у меня был на съемках. Мне просто сказали, хочешь заработать больше денег, воткни это в жопу. Так, кстати, бывает Да, с у игрушками. большинства актрис. Да. Я знаю много актрис, которые в жизни ни разу не занимались анальным сексом, но у них бывает первый раз на съемках. И, честно сказать, немногие остаются довольными, они просто охреневают от этого. Это тоже очень важный пункт, потому что психологическая подготовка, уверенность в том, что ты делаешь, уверенность в партнере, это еще один из вот составляющих успеха. Потому что очень часто бывает так, что девушка или парень, получив негативный первый опыт, больше не хотят этим заниматься. Если вы уже предполагаете, что у вас будет анальный секс, лучше отказаться от тяжелой пищи. Тяжелая пища — это что? То, что очень долго переваривается. Иногда говорят, не есть, и всегда лучше не анальные есть. Съемки ставят с утра, если Да, это обязательно. Но есть всякие таблеточки, в основном это таблетки от поноса, лопирамид, например. Они принимаются там вот с утра как раз, можно чуть-чуть покушать, но опять же никакой пищи. Вот ты прекращаешь кушать за некоторое время и начинаешь промываться. Отворачиваешь головку у душа. Ну, можно клизму использовать. Мне кажется, просто вот такой вот разъем, не каждый себе первый раз не занимаясь сексом. А не надо в попу ничего вставлять. Друзья мои, да, не надо себе шланг в попу вставлять. После этого можно приступить к следующей стадии. Следующая стадия – это именно растягивание, потому что подготовка. Друзья мои, не занимайтесь анальным сексом без подготовки. Сорвете в себе второе анальное кольцо и получится геморрой, потому что он вылетит прям букетом такой. То есть второе, что мы делаем, ребята, мы уже подготовились, убедились, что мы чистенькие. Да, теперь мы разминаемся. Можно использовать игрушки, желательно Нужно. Можно для себя, если вы это первый раз, можно использовать пальчик. Обязательно использовать смазку. Вода не смазка. Да, мы заговорили о смазках. Как ты думаешь, нужно ли использовать с охлаждающим эффектом? Потому что я слышала, что это, допустим, плохо, потому что ты не почувствуешь, допустим, боли. А многие говорят, вы никогда не занимались анальным сексом, попробуйте охлаждающую смазку. Опять вам же, будет легче. вот сколько людей, столько и мнений. Все это, опять же, главное начать, если ты именно хочешь попробовать, надо начать понимать, как тебе, слушать язык своего организма. Я бы взяла бы несколько всяких там смазочек, выбрала бы себе. Мне удобнее на водной основе больше, потому что просто ее она, знаешь, на силиконовой, когда, знаешь, долго там сидишь в туалете, она затвердевает, такая жижа становится неприятная, все время хочется ее как-то смыть. А на водной основе она просто стекает, но при этом она более плотная, то есть более смазкая, чем водичка. Вот, я тогда думаю, что лучше тогда взять какую-то классическую смазку, когда ты хочешь попробовать. Да. А потом просто пробовать разные или водная варианты. основа, Да. Лучше всего использовать вот такую анальную пробку, которую можно положить и с ней просто походить, посидеть, чуть-чуть отвлечься, посмотреть что-то, вернуться, положить побольше пробочку. То есть не обязательно. Именно на съемках мне удобнее то есть берешь один членик, побольше, а некоторые девочки некоторые даже спят с анальными пробками, чтобы прям вот быть готовыми утром, потому что у меня иногда тоже бывало, я растягиваюсь, а утром просыпаюсь и понимаю, что у меня чуть-чуть там все стянулось, и мне недостаточно это для двойного анального проникновения. И мне приходилось говорить, что я, к сожалению, сейчас пойду еще раз по твоему мнению, разминаться нужно не прям до анального секса, за час, за два, а прям за день? Это для съемок. Это для съемок, потому что там я опять же говорю, что я вот снималась в жанрах экстрим порно.
дабл анал, там трипл анал, то есть это двойное анальное проникновение. Здесь это твое тело. Ни в коем случае нельзя быть нетрезвой, ни в коем случае нельзя быть неуверенной в том, что ты делаешь. Если ты соблюдаешь какие-то правила и намереваешься их нарушить, то надо знать, как нарушать, чтобы не получить вот этих Конечно, это негативных благодаря всему. последствий. Всегда подготавливайтесь, разминайтесь, начинайте с маленьких игрушек, переходите к более большим, и вы уже поймете, какого размера вы можете как бы принять в себя. Желательно, да, перед началом анального секса, конечно, поговорить, чтобы ни у кого не было каких-то неоправданных ожиданий, что вы должны сказать, может быть, придумать какое-то стоп-слово, если девушке или парню больно, вы должны остановиться, и не нужно там обижаться, расстраиваться на человека, если ему не понравилось. Всегда можно попробовать и второй раз, и третий раз, и когда-то вы почувствуете свое тело, и, возможно, даже начнете получать с этого удовольствие. Кира, скажи, пожалуйста, существует ли анальный оргазм и как его достичь? Если он существует? Ну, я считаю, на самом деле, вот скажу, как я отношусь к анальному сексу. Мне он именно сам по себе не нравится. Мне нравится групповуха, побольше людей, там двойное, потому что там все трется как надо. Но да, я знаю отлично девушек, которые просто кончают от анального секса. Да, я знаю тоже Здесь много идет- девушек, которые очень сильно любят анальный секс, именно актрисы, вот я знаю, они кайфуют от этого, им это нравится. Друзья, что такое оргазм? Оргазм – это сокращение слизистой. Сокращение мышц. Да, сокращение мышц и именно вот на слизистой вот этой вот поверхности. Вот. Именно от стимуляции постоянной. Это вот эти вот… У каждой девушки свое понимание оргазма, у кого-то и свое как бы поведение во время оргазма. У кого-то такое типа там все такое, когти, слюни, все, а другое такая я кончила. Поэтому не надо тоже ожидать, что вот мы сейчас вам скажем, да, что есть вот оргазм. Да, есть. Есть девушки, которые просто очень им нравится анальным сексом, которые прямо даже говорят, а давай в попку. Давай в попку. Ну, если углубляться в анатомию, то как бы у мужчин есть простата. Они получают удовольствие даже в любом случае. Девушки как бы мало, сравнимо с вагинальным сексом, они получают мало удовольствия, потому что смазка сама не вырабатывается. Конечно. Трение более тяжело. Интенсивное, да. И тут вопрос в том, что, да, вопрос в правильном положении члена, вопрос в позах. Вот это следующий вопрос, который мы бы хотели бы обсудить. Как лучше начинать, с какой позы. Вот мне, например, удобнее на бочку. На бочку почему? Потому что, во-первых, я могу быть активной, например, уперев руки куда-то вверх, и могу быть пассивной. Я как бы регулирую степень глубины, и это как бы мне лично приятнее. То есть какие позы? Ты говоришь, что бочком. Это вот так. Мы садимся вот так. Да, вот так вот. Да, мы садимся, и молодой человек, когда вот упорчик делаем, и молодой человек нас вот… То есть он сзади, он да, не он здесь, сзади, он он здесь, да. Вот. Есть еще очень хорошая как бы поза, которая вот мне очень нравится, но при этом девушка пассивная, когда мальчик опытный. Кладешь подушечку, ложишься на нее животом, у тебя мальчик открывает булочки и входит. Здесь мы ложимся просто вот так. Да, просто вот так. Ложимся, да, вот здесь вот находится молодой человек, вот, и здесь то же самое, здесь вопрос в том, что девочка занимает более пассивную такую позицию, и это очень хорошо для тех девочек, которые как бы очень в себе не уверены, потому что девушка должна в этой позе только именно лежать, и главное расслабиться, главное не волноваться. Эта поза самая идеальная именно для начала, потому что мальчик может там раздвинуть, рядом поставить смазку, все смазать, если недостаточно еще смазать, если все стоит и так вот, как бы, понимаешь, и все. А после этого поднять ее за попку, представить в доги-стайл или положить на бочочек. После того, как иногда девочка говорит, давай вот анальный секс, вот давай сейчас обратно в писечку, а потом обратно в попочку. Нельзя! По попе всем, кто так делает. Друзья мои, в писечке и в попочке разные микроорганизмы, разные микрофлоры, микрофауна. И нарушать ее нельзя. И нарушать, да, и смешивать их нельзя. Обзаведитесь, если вы хотите так и любите делать, обзаведитесь достаточным количеством презервативов. Или возьмите игрушку, Возьмите игрушку, да. Не делайте так, все, молочница вам обеспечена. Просто обезопасите себя. Презервативы сейчас не так уж дорого стоят, правильно.
Гораздо дороже это потом восстанавливать Лечиться, да. здоровье. То есть, друзья, это второй еще миф, когда вы видите в порно, что люди занимаются анальным сексом без презервативов, вы должны знать, что это порно, это нереальная жизнь. И люди не только совершают какие-то там эквилибристические там всякие номера, всякую акробатику делают, а рискуют прямо сейчас, они рискуют своим здоровьем, потому что если одна из вот этих вот девушек сходила на свидание и точно такое же сделала вне, то как бы под угрозой все, а дальше просто это иммунитет. Не будьте балдой, да, Эльфи? Пекитесь о своем здоровье, потому что кто еще об этом позаботится? Пожалуй, это все, что мы могли вам рассказать об анальном сексе. Давайте подведем итоги. Первый миф, что не все так легко, как вам кажется в порно. Обязательно должна быть подготовка, это обязательно вы должны прочиститься. Можно использовать душ, как посоветовала Кира, можно использовать грушу, можно использовать специальные такие есть настойки, можно сказать, они продаются в секс-шопе, вы их используете, такие маленькие. Используйте игрушки, начните с маленькой, потом переходите все к больше, к больше, к больше, и когда вы поймете, что вы готовы к анальному сексу, тогда только приступайте. И обязательно не забывайте про защиту, используйте презерватив при каждом анальном сексе. Не бойтесь экспериментировать, разговаривать со своим партнером, говорить ему о своих желаниях, о своих страхах. Самое главное в анальном сексе – это доверять партнеру. Только тогда, когда вы будете морально готовы, то у вас все получится, и вы получите настоящее анальное удовольствие. Всем спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. С вами была Ева Эльфи, Кира Роллер. Занимайтесь правильно анальным сексом, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. А в комментарии укажите свои вопросы об анальном сексе, если мы на них еще, конечно, не ответили, то мы, возможно, сделаем еще один ролик специально для вас. Подписывайтесь на Киру, ее ссылку вы найдете в описании. Всех люблю, целую, пока-пока.